Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft. И сегодня мы будем смотреть на страйкбольный карабин SR15 Mod 2 M-Lock от G&G, который попал ко мне в руки благодаря магазину Airsoft Store. Если кто не в курсе, SR15 это линейка гражданских карабинов от американской компании Knights Armament Company, или сокращенно CATS. В оригинале SR15 это стандартная архитектура R15 с прямым отводом газов, отличное качество изготовления, различные варианты тактического обвеса и стволов разной длины. Неудивительно, что на американском рынке продукция CATS пользуется большой популярностью. SR15 Mod 2 карабин M-Lock это конкретная модель карабина в линейке CATS SR15 со стволом классической длины 14,5 дюймов, как у М4А1, предустановленным тактическим обвесом и без автоматического огня. Отличный вариант для развлекательной стрельбы, тактикульных тренировок или реализации доктрины крепости, если ваш дом находится рядом с мексиканской границей или рядом с вами живет Си-Джей и его друзья с Грув-стрит. Еще этот карабин подойдет, если вы готовитесь к вторжению злых русских и собираетесь организовывать отряд сопротивления Росомахи, как в фильме «Красный рассвет» 1984 года. Но мы живем не в США, более того, мы и есть те самые злые русские, и огнестрельный карабин CATS нам недоступен, поэтому вернемся к страйкбольной версии от G&G. SR15 от G&G хорошо реплицирует свой огнестрельный прообраз, и это неудивительно, потому как этот продукт полностью лицензирован компанией CATS. Ресивер типа М4А1 с доработанной геометрией для установки двусторонней кнопки сброса магазина. Выполнен из алюминиевого сплава, покрытие матовое, выглядит качественно, следов от пальцев на нем не остается. Имеются лицензионные маркировки CATS, как у огнестрельного карабина. Насколько точно они реплицируют оригинал, лично мне судить сложно. Но внешне по картинкам выглядят очень похоже. Также есть пара страйкбольных маркировок, но это неизбежное требование законодательства. Кнопка сброса магазина, кнопка сброса затворной задержки и флажок переводчика огня продублированы с левой и с правой стороны, чтобы вы могли эффективно оперировать с приводом с любой руки. Цевье реплика CATS EuroX M-Lock, выполнена из алюминиевого сплава и по всей длине имеет интерфейс M-Lock для крепления дополнительного оборудования. На верхней части цевья есть длинная планка Пикатини, которая продолжает рельсу на аппере. В основании цевья слева и справа есть гнезда для быстросъемных антабок. Кстати, очень удобное и компактное решение. Пламегаситель трехлепестковый, реплика CATS 556 3-Prong Flash Eliminator. На него можно установить быстросъемный глушитель CATS 556 QDC. Прицельные приспособления — это складная мушка типа CATS Micro Frontsight с маркировками и диоптер CATS 600 Buis, тоже с маркировками, установлены на верхнюю планку Пикатини. Пистолетная рукоятка стандартная типа А2, выполнена из ударопрочного пластика. Приклад типа LMT Crane Stock с отсеком для размещения батареи. Вообще, на оригинальном карабине SR15 Mod 2 предустановлены пистолетная рукоятка и приклад из линейки Magpul Moe. Но, видимо, G&G не смогли договориться насчет лицензий и поставили то, что смогли. Впрочем, заменить на М-ке приклад и рукоятку несложно и недолго, поэтому кто хочет максимально аутентичный карабин, могут этим озаботиться. В основании трубы приклада установлена база с двумя гнездами для быстросъемных антабок, слева и справа. Как вы успели заметить, версия от G&G неплохо копирует огнестрельный прототип, но помимо этого у него есть и другие интересные фишки. В шахте магазина есть специальный микропереключатель, который контролирует примыкание магазина, и если магазин не примкнуть, питание не подается и выстрелить не получится. Это плюс копилку безопасности и, возможно, антуража. В этот привод G&G установили систему электроники Z-Shot, которая включает в себя MOSFET для защиты контактной группы, защиту АКБ от переразряда и возможность запрограммировать режимы огня. Вместо автоматического огня можно установить отсечку по 3 или по 5 шаров. Делается это следующим образом. Чтобы поставить режим с отсечкой по 3 шара, переводим переводчик в режим одиночный огонь, жмем спуск, ждем примерно 10 секунд, пока привод не подаст сигнал, и отпускаем спуск. Теперь в режиме авто привод будет стрелять очередями по 3 шара. Чтобы выставить режим очереди по 5 шаров, нужно перевести переводчик в режим одиночного огня, перевести флажок с одиночки на очередь 5 раз и дождаться длинного сигнала. Теперь в режиме авто привод будет стрелять очередями по 5 шаров.
Чтобы вернуть режим полностью автоматического огня, верните переводчик огня в положение одиночный огонь и зажмите спуск на 10 секунд. Дождитесь звукового сигнала и готово. Кстати, когда заряд аккумулятора подходит к концу, при нажатии на спуск привод начинает пищать, предупреждая вас и противника. Когда аккумулятор сел полностью, привод пищит еще сильнее. Внутри установлен гирбокс второй версии с быстросъемной пружиной и небольшими изменениями. Например, в передней части есть усиление, чтобы гирбокс держал более сильные пружины, а для надежности в уголках есть скругление для того, чтобы снять концентрацию напряжения. В стенке установлены 8-мм подшипники, но на секторной шестерне установлена втулка. В задней части гирбокса есть два отверстия под задний пин, видимо для того, чтобы этот гирбокс подходил не только для стандартных эмок. Имитация шторки затвора установлена прямо на гирбокс. Фиксатор шторки крепится тут же. У каждого гирбокса есть свой уникальный серийный номер, чтобы в случае проблем можно было определить партию. А еще на каждом гирбоксе есть заводская пломба, которая позволяет понять, что гирбокс после завода не вскрывался. Проводка достаточно тонкая и жесткая. В нижней части стенок есть пластиковая защита проводки от перетирания. Вместо стандартной контактной группы тут стоит блок электронного спуска с микропереключателями. Один микропереключатель отвечает за спуск, второй за контроль примыкания магазина. Без магазина, как вы заметили, этот привод не стреляет. Основной блок электроники выведен в трубу приклада, что, на мой взгляд, не самое удобное решение, так как плата крадет место для размещения аккумулятора. Шестерни обычные стальные 18:1. Таппет пластиковый с вырезом под усиление в стенках гирбокса. Если вы захотите поставить сюда какой-нибудь стандартный таппет, придется делать на нем такие же вырезы, как на базовом. Нозл алюминиевый с двумя уплотнительными резинками. Голова цилиндра алюминиевая с двумя о-рингами и резиновым демпфером с логотипом G&G. Цилиндр латунный, есть отверстие для регулировки по объему стволика. Поршень пластиковый с полностью стальной гребенкой на 14 зубов. Голова поршня пластиковая и внезапно не вентилируемая, без отверстий. Я такого очень давно не видел, пожалуй, со времен АК-47 от Маруя, выпуска примерно 2007-2008 года. Да, мой первый привод это был пластиковый АК от Tokyo Marui. Пружина неравномерной навивки, по жесткости примерно как Гардер 110. Направляющая с пластиковым штоком и стальным основанием, на котором установлен подшипник. Хопап пластиковый, роторный. Резинка хопапа с двойным пупырем, похожа на резинки от А+. Давилка резинки обычный валик. Стволик латунный, окошко для резинки недостаточно широкое для использования с флат-хоп резинками и давилками. Надо расширять. Какие можно сделать выводы? С точки зрения обвеса и габаритов SR15 Mod 2 можно смело назвать удачным примером хорошей и удобной эмки. Качественные материалы и покрытие, хорошая сборка и хорошо сбалансированная развесовка. В интернете я читал, что у приводов от G&G встречаются проблемы с электроникой. Насколько это частая проблема, судить сложно. У меня нет личного опыта длительной игры с приводами от G&G с электроникой. Вообще, в свое время я покупал M4 CQBR от G&G, но там электроники не было, и вообще я ее впоследствии перевел на ВВД от SMP, поставив обвес, похожий как раз таки на SR15. Кстати, там оказался очень неплохой корпус, эта М-ка до сих пор жива, ее периодически используют команды как запасной привод, и я с ней играю периодически в CQB. А на этом у меня, пожалуй, все. Как всегда, предлагаю обсуждать это видео в комментариях, не забывать ставить ваши уверенные пальцы вверх, подписываться на канал и не забывать нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выпуски. Ну, вы и так все знаете. До скорого!